Приветствую вас на канале Верстка Life. В этом видеоуроке мы разберем, как создать интерактивный input для тегов на JavaScript. Теги используются для группировки, фильтрации и быстрого поиска информации. Ставьте лайк, если хотя бы раз в жизни с ними сталкивались. Наши теги будут добавляться после ввода и нажатия Enter или запятой. Перед добавлением проверим, есть ли уже такой тег в нашем блоке. Если да, то запретим дублирование. И добавим возможность удаления ненужных тегов кликом на крестик. Если вы еще не подписались на мой канал, убедительная просьба сделать это прямо сейчас. А мы начинаем. Так, стили и JavaScript у нас уже подключены. Давайте увеличим немного масштаб, нажав на Ctrl+, чтобы вам было лучше видно. И создадим div с классом Text Editor. Внутри него расположим шапку, header, в которой у нас будет находиться заголовок, Text Editor, редактор тегов и 3 точки, dots. Отрисовывать будем их с помощью спанов. Под шапкой у нас будет находиться сам блок тегов, так и назовем input блок. И сразу добавим ID, tag, input, контейнер. Внутри него у нас будет input с типом текст, ID, tag, input и с классом input. Отлично. Теперь мы можем перейти к стилям. В стилях первым делом мы подключим шрифт. Для этого перейдем на сайт Google Fonts. Все ссылки будут в описании. И введем шрифт Montserrat. Далее получим этот шрифт и нажмем Get Empt Code. После этого выберем тип подключения с помощью Import. Скопируем и вставим в Style CSS. Добавим обнуление ненужных стилей, внешних отступов, внутренних, и пропишем box-size and border box, чтобы рассчитывались все отступы правильно, корректно. Далее для всех кнопок и инпутов сразу уберем стили по умолчанию, границы, outline, обводку и фон. Далее для body сразу давайте запишем наш шрифт, который мы подключили, Montserrat. Теперь пропишем DisplayFlex и все элементы расположим по центру на всю высоту экрана. Зададим фон зеленого цвета и шрифт будет белый. Далее для блока Text Editor зададим ширину 480 пикселей и возможность уменьшаться. Закруглим края на 8 пикселей и добавим цвет фона темный. Для шапки
Зададим внутренние отступы. Сверху, снизу 12 пикселей, справа, слева 20 пикселей. Добавим закругление для верхних краев 8 пикселей. Снизу по нулям. Сделаем флекс контейнером. Также по центру вертикали. И добавим отступ между нашими точками и заголовком. Зададим border bottom, нижнюю границу, 1 пиксель. Также пусть будет темная. Далее для заголовка укажем размер шрифта 25 пикселей и font weight 400. Для наших точек зададим ширину 13 пикселей, высота также 13 и сделаем их круглыми. Сам контейнер для точек сделаем Display Flex и добавим отступ между ними в 7 пикселей. И теперь нам остается только изменить фон для каждой из точек. Для первой он будет у нас красного цвета. Для второй желтого. И для третьей, соответственно, зеленого. Далее для самого блока наших тегов, input блок, зададим Display Flex и разместим наши теги сверху. Добавим возможность переноса. Отступ 15 пикселей между ними. Внутренний отступ 15 пикселей, 20 пикселей. И минимальную высоту 100 пикселей. Для самого инпута зададим цвет белый, внутренний отступ 10 пикселей, разрешим увеличиваться, добавим ширину 100% и размер шрифта 16 пикселей. Далее для тега, если вы помните, в HTML у нас нету данного класса, мы его будем создавать в JavaScript. Зададим Display Flex, отступы между крестиком и названием тега. Вместим по центру вертикали, добавим отступ безопасности 5 пикселей, для того, чтобы не прилипали друг к другу. И добавим фон белого цвета. Цвет шрифта нашего тега будет черный. Внутренний отступ 3 пикселя и 10. Закруглим на 10 пикселей и добавим жирность 500. Плавность нам понадобится для фона. Давайте сразу напишем при наведении
как мы будем изменять наш фон. Отлично. И остается только добавить к нашему крестику. Мы его пока что не видим, но скоро мы его сами добавим. Размер шрифта 27 пикселей и курсор pointer. Отлично, со стилями разобрались. Теперь можем переходить в JavaScript. В JavaScript для начала объявим основные переменные. Это наш контейнер тегов. Тег контейнер. Скопируем ID и тег input. Input ввода тегов. Добавим слушатель события для тега input. При вводе наш input и нажатии на клавишу keypress будет выполняться функция, которая принимает событие. Сразу проверим, какая именно клавиша нажата. Если это Enter или запятая, то останавливаем стандартное поведение Prevent Default и удаляем лишние пробелы вокруг введенного текста. Создадим новую переменную newTag, получим значение input value и с помощью метода trim как раз будем убирать лишние пробелы. Остается только вызвать функцию addTag и передать новый тег. Давайте создадим эту функцию. Получим тег текст. Создадим переменную для тега. Create element. Будет создаваться новый div. И этому диву сразу присвоим класс. Как вы уже догадались, это text editor tag. Для span также зададим переменную. И создадим новый span внутри тега, в котором будет текст. Текст контент. Получим наш текст, который мы передавали в функцию addTag.
Далее добавим крестик, delete button, создадим кнопку, укажем ей тип button, и добавим специальный символ внутри нее для нашего крестика. По нажатию на крестик, delete button, клик, будет создаваться анонимная функция, в которой наш тег будет просто удаляться. Remove. Далее остается добавить все внутрь нашего тега. Для начала это span с помощью append_child. Далее практически то же самое, но добавляем теперь крестик внутрь тега. И теперь вставляем наш тег, контейнер перед полем ввода, чтобы они отображались слева направо. Тег контейнер, insert before, тег и потом тег input. Так, можем проверять. Добавим HTML. Видим, что у нас появился новый тег. Внутри него span и кнопка крестик. Значит, все мы сделали правильно. И класс text editor tag. Мы видим, что тег дублируется после ввода. Чтобы этого не происходило, нам нужно очистить значение поля ввода после того, как мы нажали на Enter либо запятую. Value. Очистим нашу строку. Так, попробуем перезагрузить, проверим. Введем HTML и да, видим, что новый input у нас абсолютно чистый. И можем вводить новое значение для тега. Также можем удалять из нашего блока. Теперь добавим проверку на дублирование тегов. Если есть новый тег и нет дублирования, duplicate tag, new tag. У нас будет функция isDuplicate tag. Сейчас мы ее запишем. Если нет дублирования, то в таком случае мы будем создавать новый тег. Она будет принимать тег текст. И в ней создадим переменную для тегов text и получим все теги. С помощью query selector all. А именно span, так как внутри span будет содержаться
название тега. Далее нам необходимо преобразовать наш node-лист, который мы только что получили, теги, в массив. И вернуть либо false, либо true вместо этой функции. Запишем array from. Это нам необходимо для преобразования в массив. Получим наши теги tags. И с помощью метода sum теперь мы уже можем использовать методы массивов. Проверяем, есть ли такой тег. Получаем текст, тег, текст, контент. И сразу приводим к нижнему регистру. To lowercase. Для того, чтобы сравнить, к примеру, мы можем ввести HTML в нижнем регистре и в верхнем. Но мы сразу с помощью этого выражения приводим все к одному и сравниваем. Тег текст to lowercase. И мы будем возвращать либо true, либо false, есть дубликат или нет. И потом уже либо добавлять новый тег, либо не добавлять. Давайте проверим. Напишем HTML и попробуем еще раз добавить HTML. Видим, что поле очищается. Пробуем добавить в верхнем регистре. То же самое. Отлично. И напоследок давайте добавим фокус на поле при загрузке страницы. Для этого, для всего документа повесим слушатель событий. После того, как дом загружен, будет выполняться функция. И сразу проверять, если есть тег input, то для тег input будет выполняться метод focus. Проверяем. Так сразу мы видим, что у нас появился фокус на инпуте. При загрузке страницы сразу понятно, куда нужно вводить теги. Давайте проверим полностью. Введем HTML, к примеру, CSS, JavaScript. И попробуем удалить. Все удаляется. Попробуем написать такой же тег, но немного по-другому. И повторить не получилось. Это значит, что все работает корректно. Если это видео было для вас полезным, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. В комментариях можете написать, что бы вы хотели увидеть в будущем. Также на моем бусте вы можете найти доступы к исходникам, дополнительным материалам и эксклюзивным урокам. Ссылку оставлю в описании. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Всем пока.